Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такую очаровательную салфетку. Давайте рассмотрим ее поближе. Много красивых элементов. Я люблю выбирать необычные схемы. И люблю вязать разноцветные салфетки. Мне очень понравился вот этот ряд. Он вяжется как ленточное кружево. Но в этом видео мы с вами все подробно разберем. Вязать ее несложно. Размер такой салфетки у меня получился 36,5, где-то 37 сантиметров. Очень красивая салфетка, необычная. Я люблю такие замысловатые схемы. Сейчас я прикреплю ее на экране, можете ознакомиться, сделать скрин, но схема у меня, к сожалению, немножко размытая. Но мы все подробно разберем. Вязание этой салфетки напоминает как разгадывание кроссвордов. Знаете, как судоку. 3 звездочки, 4, 5 звездочек. Ну вот это пусть будет на 4 звезды. Не сильно сложная, но и не очень непростая. Интересная салфетка, мне очень нравится. Видите, как хорошо держит форму. Я, как вы знаете, не крахмалю салфетку, только блокирую. И к этой салфетке я настоятельно бы рекомендовала сделать блокировку. Потому что перед блокировкой она была немножко так сжатая, а блокировка раскрыла ее во всей красе. Так что, если у вас нет возможности блокировать, учтите, что она получится немножко в другом виде. Будет выглядеть. Ну, может быть, и разутюжится хорошо также, не знаю. Но я привыкла блокировать, поэтому всегда это делаю. Вот. И не крахмалю салфетки. Здесь я использую 4 цвета. Такой крем-брюле я называю. Сейчас такое освещение, что не очень передает камера цвет. Горчичный, желтый, канаречный, как я его называю, и вот такая зелень. Очень приятное сочетание. Но вы можете подобрать свою палитру цветовую, которая вам больше нравится, подходит под интерьер. Вязать эту салфетку буду из ниток разных видов. У меня здесь 2, даже 3 из остаточков. Это пехорка ажурная в 50 граммах, 280 метров. Вот цвет марсала, горчица, такая канарейка. Вот это какая-то зелень, уже не помню. Этикеточка, к сожалению, не сохранилась. Это лилия. Она, конечно, потоньше, но не критично. Она тоже не особо тонкая нитка. Так, вот это Анна 16. Здесь в 100 граммах 530 метров. Немножечко она потолще, чем ажурная пехорка. Так, ну, последовательность присоединения ниток буду решать по ходу вязания. Крючок буду использовать 1,5 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и замыкаем в кольцо. Вяжем первый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2,
3, это начальный столбик с накидом. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, это арка, накид, и в кольцо образовавшееся сразу хвостик мы обвязываем, провязываем столбик с накидом. 2 воздушные, 1, 2, столбик с накидом в это же кольцо. 2 воздушные, 1, 2, столбик с накидом. Мы провязали 4 столбика, у нас должно быть 8. Давайте довяжем этот ряд самостоятельно и встретимся. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 2 воздушных петель и делаем соединительный столбик 1, 2, 3 в 3-ю воздушную петлю подъема в вершину начального столбика с накидом. Первый ряд у нас готов. Хвостик мы можем сразу отрезать, мы его обвязали. Так. Вяжем второй ряд. Делаем соединительный столбик в арку, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 2 накида. В эту же арку провязываем столбик с 2 накидами не до конца, 2 накида, еще один столбик, 2 накида и еще один. 4 петли на крючке, закрываем. Мы провязали начальный кластер из 4 столбиков с 2 накидами. 5 воздушных петель, арка 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку также провязываем кластер из 4 столбиков с 2 накидами. Пять воздушных. Продолжаем вязать самостоятельно. В каждую арку провязываем по кластеру, между ними арки из 5 воздушных петель. Провязали последнюю арку из 5 воздушных петель и делаем соединительный столбик в вершину начального кластера. Второй ряд у нас готов. У нас получилось 8 кластеров и 8 арок из 5 воздушных. Нитку я отрезаю. Следующий ряд буду вязать другим цветом. Если вы вяжете салфетку однотонной, делаем 3 соединительных столбика по цепочке до средней воздушной петли, до середины арки. Так, возьму ниточку зеленого цвета и присоединяю к середине любой арки. Так, сейчас все присоединили. Вяжем третий ряд. Третий ряд у нас сложный. Так, я здесь сделала схематично схему лепестка, который мы будем вывязывать. У меня схема просто расплывчатая. Я как сама догадалась, так и будем вязать. Вот фиолетовым цветом ряд обозначен. Итак, нам нужно связать 8 таких цветочков. Так, делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 2 накида, и в эту же петлю
Хвостик потом спрячем, куда мы присоединяли нитку. Провязываем столбик с 2 накидами не до конца. 2 накида. Сюда же провязываем еще один столбик с 2 накидами не до конца. 3 петли закрываем. Так, первый листик у нас готов. Далее 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем 5 накидов. 1, 2, 3, 4, 5. Вставляем крючок сюда же, в эту петлю, куда присоединяли нить. И провязываем 5 накидов. Две петли на крючке. Делаем 2 накида. 1, 2. И теперь в третий накид 1, 2, 3. Вот снизу отсчитали. 1, 2, 3. Вот под 2 ниточки. Провязываем столбик с 2 накидами не до конца. Вот так. Снова делаем 2 накида и сюда же. Так, еще раз покажу поближе, куда мы провязывали последний столбик, под третий накид. Провязываем столбик с 2 накидами не до конца. 4 петли закрываем. Еще один листик готов. Далее 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Арочка. Давайте посмотрим на схеме. Так. И сюда же, куда мы провязывали последний лепесток, также провязываем такой же кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Сделали 2 накида и под этот же третий накид провязываем столбик с 2 накидами не до конца. 2 накида, второй столбик с 2 накидами, 2 накида и третий. Четыре петли закрываем. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем нижний листик туда же, куда мы присоединяли нить, в середину арки. Такой же кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Третий столбик. Четыре петли закрываем. Все, этот сложный элемент мы с вами провязали. Вот такой красивый листочек у нас получился. Далее 3 воздушные петли и арка. 1, 2, 3. И переходим к провязыванию такого же листика сложного на следующей арке. Также делаем 2 накида, провязываем первый кластер в третью воздушную петлю. Я думаю, мы подробно разобрали. Все понятно. 5 воздушных. Далее делаем 5 накидов и продолжаем вязать. Все, давайте провяжем эти цветочки самостоятельно, лепесточки, листики, и встретимся. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 3 воздушных петель
И делаем соединительный столбик в вершину начального кластера. Вот первый лепесточек, его вершину. Все, ниточку я отрежу. В следующий ряд буду вязать другим цветом. Если вы вяжете салфетку однотонной, делаем соединительный столбик в следующую арку. Подождите на секундочку. Так, все, этот листик у нас готов, лепесточек. Возьму нитку канареечного цвета, желтого. Так, присоединяем к первой арке из 5 воздушных петель ближе к правому уголочку. Так, присоединили и вяжем 4-й ряд. В эту арку провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И сюда же в эту арку провязываем еще 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Обвязали арку. Переходим к следующей арке из 7 воздушных петель и провязываем в нее 7 столбиков без накида. Обвязываем арку. 1, 2. Укладываем их поплотнее, чтобы все они у нас поместились. 3, 4, 5, 6, 7. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И в эту же арку провязываем еще 7 столбиков без накида. Обвязали верхнюю арку, переходим к следующей, в нее провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И еще 3 столбика без накида сюда же, в эту арку. Так, ввязали. Переходим к следующей маленькой арке из 3 воздушных петель и провязываем сюда 2 столбика без накида. 1, 2. Все, продолжаем вязать. Также следующую арку провязываем 6 столбиков, верхнюю у нас будет 14, и посередине арочки из 4 воздушных петель. Обвязали последнюю арку, 2 столбика без накида, и делаем соединительную петлю в начальный столбик без накида. 4-й ряд у нас готов. Ниточку отрезаем. Кто вяжет однотонную, также нитку отрежем. Будем присоединять к верхней арке на любом лепесточке. Я возьму нитку горчичного цвета. Или горчичного, как правильно говорить. Так, присоединяем к арочке из 4 воздушных петель. И вяжем 5-й ряд. Столбик без накида в эту арку.
выполнили начальный столбик без накида. Далее набираем цепочку из 19 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. В следующую арку верхнюю на следующем лепестке, вот эти две маленькие мы пропускаем, вяжем столбик без накида. Далее также набираем 19 воздушных петель, на следующем лепестке к макушечке присоединяем столбик без накида, провязываем, вяжем самостоятельно, встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю арку из 19 воздушных петель и делаем соединительный столбик в начальный столбик без накида. Соединили. Пятый ряд у нас готов. Вяжем шестой ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, это арка, накид, пропускаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и в следующую провязываем столбик с накидом. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, пропускаем 3 петли, 1, 2, 3, в следующий столбик с накидом. Пять воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, пропускаем 3 петли, столбик с накидом. Я подхватываю за 2 ниточки в цепочку, чтобы петля не вытягивалась. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. И последний столбик с накидом в арку, 3 пропускаем, в 4 петлю столбик с накидом. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. И теперь столбик с накидом, в следующий столбик без накида. Вот что у нас получается. На арке мы провязали 4 столбика. И по столбику в каждый столбик без накида. Между ними арки из 5 воздушных петель. Переходим к следующей арке и вяжем по рисунку. Провязали последнюю арку из 5 воздушных петель. И делаем соединительный столбик в 3 воздушную петлю подъема. Вершину начального столбика с накидом. Соединили. Шестой ряд у нас готов. Нитку я отрезаю. Следующий ряд буду вязать другим цветом. Если вы вяжете салфетку однотонной, делаем соединительные столбики в 3 воздушные петли до середины следующей арки. Так. Присоединяю нитку к 3 воздушной петле. Здесь можно к любой арке. И вяжем 7 ряд. 7 ряд сложный, он самый сложный в этой салфетке.
Именно из-за него, наверное, я и выбрала эту схему вязания. Будем вязать его долго, но справимся. Вот сиреневый цвет. Такой широкий ряд у нас будет. Это все вяжется. И вяжем 7 ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. И далее набираем цепочку из 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Набрали. Накид. В 6-ю петлю от крючка 1, 2, 3, 4, 5, 6 в 6-ю провязываем столбик с накидом. Накид. В следующую петелечку столбик с накидом. Накид и в следующую. Провязали 3 столбика подряд. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, пропускаем 3 петли и в следующую провязываем попкорн из 5 столбиков с накидом. Я буду делать из 4 столбиков, потому что у меня ниточка плотная, но вы смотрите по своей толщине нити, можете делать из 5. Так, провязываем 4 столбика с накидом в эту петлю, ну или 5, как вы решите. Вытаскиваем крючок, придерживаем пальчиком, чтобы нить не убежала, вставляем крючок в вершину первого столбика с накидом, подхватываем рабочую нить и протягиваем. Да, из 4 столбиков мне достаточно. Попкорн готов. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и сюда же в эту петельку провязываем еще один попкорн из такого же количества столбиков. У меня в данном случае из 4. Первый столбик с накидом провязали, второй, третий и 4. Вытаскиваем крючок, вынимаем, вставляем в первый столбик и подхватываем, протягиваем рабочую нить. Все, второй попкорн готов. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, пропускаем 3 петли, 1, 2, 3, и в следующую петельку, это у нас вершина начального столбика с накидом, провязываем столбик с накидом не до конца, накид, и сюда же, куда мы присоединяли нить, провязываем столбик с накидом не до конца. Три петли на крючке, закрываем. Это у нас сплит из 2 столбиков с накидом. Первая ножка у нас идет в вершину столбика с накидом, а второй столбик, вторая ножка у нас идет в середину арки предыдущего ряда. Вот что у нас получается. Так, далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, переходим к следующей арке и в середину провязываем столбик с накидом, далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, разворачиваем вязание, накид,
Повернули мы вот этот лепесток последний провязанный. И в середину, в арку между двух попкорнов провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Переходим к группе вот из 3 столбиков и провязываем в каждый по столбику с накидом. Далее арка из 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. И в эти 3 столбика провязываем по столбику с накидом. Три воздушные петли, 1, 2, 3. В вершину следующего столбика с накидом провязываем 2 попкорна и между ними арочка из 3 воздушных петель. Давайте провяжем их. Такую же вот комбинацию, только провязываем теперь вершину столбика. Провязали эти 2 попкорна. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид. И теперь провязываем сплит из 2 столбиков с накидом. Первая ножка у нас идет в вершину столбика с накидом, который выходит из арки. 2 петли на крючке, накид. И вторая ножка идет в саму арку, в серединку. 3 петли закрываем. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Переходим к следующей арочке и также в середину провязываем столбик с накидом. Три воздушные петли, 1, 2, 3. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону, накид. И теперь в арку между 2 попкорнов также провязываем столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3. И в следующие 3 столбика по столбику с накидом. Все, здесь уже у нас идет повтор. Сейчас схему этого ряда я прикреплю на экране. Можете сделать скрин, чтобы был перед глазами этот ряд. 5 воздушных петель. Разворачиваем. Снова 3 столбика. Все, вяжем самостоятельно. Ряд непростой, его вязать долго, но ничего. И встречаемся в конце ряда. Итак, нам осталось провязать последний ряд с попкорнами, но нам нужно еще будет соединить с начальной цепочкой подъема. Так, давайте вместе с вами будем разбирать, как нам это лучше сделать. Итак, сделали 5 воздушных петель, арку, вот верхнюю. Далее вяжем столбик с накидом в столбик. Так, и теперь делаем накид и провязываем столбик с накидом в крайний столбик, вот верхний. В начале ряда, который. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут получится. Вот так.
теперь столбик с накидом в конец ряда, где мы завершаем, и столбик с накидом в начало ряда, во второй столбик от верха. Так, столбик с накидом в конец ряда, в третий столбик, и теперь в начало. Так, посмотрим сейчас, что у нас тут получится. Ну-ка, давайте посмотрим. Посмотрите, все аккуратненько, стык незаметен. Так, продолжаем вязать уже дальше по рисунку. 3 воздушные петли. В столбик с накидом провязываем попкорн. Пока один попкорн сделаем, а то вы сейчас разгонитесь. Так. Я вяжу помедленнее, потому что у меня руки под объективом, поэтому первый попкорн готов. 1 воздушная петля. И теперь вяжем столбик с накидом вот в эту воздушную петлю, откуда у нас выходили вот эти первые 2 попкорна. Итак, сделали накид, провязываем столбик с накидом сюда, как бы в основание между попкорнами. 1 воздушная петля. Так, и теперь вяжем второй попкорн сюда же, куда вязали последний попкорн. Сейчас я его довяжу и посмотрим, что получилось. Так, готов второй попкорн. Так, столбик смотрит в нужном направлении. Все нормально. Далее 3 воздушные петли. Здесь все по рисунку. И теперь вяжем сплит из 3 столбиков с накидом. Итак, первую ножку мы делаем в столбик с накидом, который у нас выходит из этой арки. Вторую ножку делаем в саму арку, накид, и третью ножку делаем в вершину начального столбика, в третью воздушную петлю подъема, вот самое начало ряда, вот сюда, в вершину. Четыре петли на крючке, закрываем. Так, что тут у нас получается? Сейчас немножко нитку вытяну. Вот так мы соединили наш ряд. Вот эти все потом расправятся, у нас будет аккуратненько и незаметно. Все, делаем закрепку. Ниточку можно отрезать. Ряд этот мы вязали долго.
Но вязать его несложно. Посмотрите зато, какой он красивый, нарядный. Мы провязали. Сколько тут сантиметров получается, как ленточное кружево. Очень красивая салфетка получается, да? Прелесть. Так, 7-й ряд у нас готов. Вяжем 8-й ряд. Для него я беру нитки зеленого цвета. Присоединяем к любой арке из 5 воздушных петель. Смотрим, чтобы салфетка лицевой стороной на нас смотрела. Вяжем 8-й ряд, столбик без накида в эту арку. И далее идет арка из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В следующую арку из 5 воздушных петель столбик без накида. 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В следующую арку. Итак, обвязываем по кругу все арки из 7 воздушных петель. Этот ряд очень легкий. Мы теперь отдыхаем после 7-го ряда. Давайте провяжем самостоятельно и встретимся. Подошли к концу ряда. Нам осталось провязать последнюю арку. И вместо нее мы делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Формируем арку. И столбик с 2 накидами в вершину начального столбика без накида. Восьмой ряд у нас готов. Если салфетка немножко сборит, ничего страшного, потом после блокировки все растянется. Вяжем 9-й ряд. Набираем цепочку из 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Столбик без накида в следующую арку. Снова 9 воздушных петель делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В следующую арку столбик без накида. Итак, вяжем по кругу. У нас все арки из 9 воздушных петель. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 9 воздушных петель и делаем соединительный столбик в начало ряда. Вот в вершину вот этого столбика предыдущего ряда соединили. Если вы вяжете салфетку однотонной, то вместо последней арки из 9 воздушных петель ее нужно сформировать. Провязываем 4 воздушные петли и столбик с 3 накидами сюда же, куда мы вот сейчас делали соединение. Ну или сделать соединительными столбиками, пройти до середины следующей арки. Это все равно, кому как удобней. Все, я ниточку отрезаю. Следующий ряд буду вязать другим цветом. 9-й ряд у нас готов. Сделали закрепочку. Так. Беру ниточку желтого цвета и присоединяем к любой арке. Можно вязать в середину арки, в 5-ю воздушную петлю цепочки. Я буду провязывать под арочку. Мне так быстрее, удобнее, легче. И прикрепляем также нитку под арочку. Здесь не принципиально. Так, 3 воздушные петли, 2 накида, и сюда же под арку провязываем столбик с 2 накидами не до конца, 2 накида и еще один столбик с 2 накидами не до конца под арку. 3 петли закрываем. Выполнили начальный кластер из 3 столбиков с 2 накидами. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в эту же арку сюда же провязываем еще один
кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Первый столбик, второй столбик с 2 накидами не до конца, 2 накида и третий столбик. 4 петли закрываем. Вот такие 2 листика, 2 лепесточка будут у нас на каждой арке. Далее 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Переходим к следующей арке и также провязываем 2 листика, 2 кластера из 3 столбиков с 2 накидами. Между ними арочка из 5 воздушных петель. Сейчас еще раз провяжем и дальше будем вязать самостоятельно. Первый листик, 5 воздушных петель. И сюда же в эту арку второй листик. Подарочку, конечно, вязать быстрее и удобнее. Провязали. Когда будем блокировать, эти листики встанут в центр арки. Мы же будем растягивать. Так, 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Все, продолжаем вязать. На каждой арке провязываем такую комбинацию столбиков и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю арку из 5 воздушных петель и делаем соединительный столбик в вершину начального кластера. Если вы вяжете салфетку однотонной, то вместо последней арки провязываем 2 воздушные петли и столбик с накидом в вершину начального кластера. Формируем арку. Все, 9, 10 ряд у нас готов. Ниточку отрезаем. Закрепочка. Так. Я возьму нитку горчичного цвета теперь и присоединяю к арке между 2 цветочков в серединку. Вот сюда. Также буду вязать подарочку, но если вам больше нравится, можно крючок вставлять в саму арку, в середину, в 3-ю воздушную петлю. Присоединили и вяжем 11 ряд. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, начальный столбик с 2 накидами. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, это арка. В следующую арку провязываем столбик без накида. Далее пико из 2 воздушных, 1, 2, 2 воздушные петли и делаем соединительный столбик в вершину последнего столбика без накида. Такое маленькое пико. В эту же арку я хочу сделать еще один столбик без накида. 2 воздушные петли, 1, 2. И теперь в следующую арку вяжем столбик с 2 накидами. Так, его я, наверное, буду вставлять крючок в саму цепочку. Три воздушные, 1, 2, 3. Далее пико из 2 воздушных, 2 воздушные петли еще дополнительно, и в 3-ю петлю от крючка соединительный столбик. 3 воздушные, 1, 2, 3. 2 накида и сюда же в эту же воздушную петлю провязываем еще 1 столбик с 2 накидами. Так, 2 воздушные, 1, 2. В следующую арку столбик без накида, пико из 2 воздушных петель, сделали пико, еще 1 столбик без накида в эту же арку, 2 воздушные, 1, 2,
2 накида. В следующую арку провязываем в серединку также столбик с 2 накидами, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, в третью петлю от крючка соединительный столбик, 3 воздушные, 1, 2, 3 и столбик с 2 накидами сюда же в эту арку, 2 воздушные, 1, 2, столбик без накида в следующую арку, пико из 2 воздушных. Все, продолжаем вязать по рисунку. Подходим к концу ряда, провязали последнюю арку из 2 воздушных петель, 2 накида, делаем столбик с 2 накидами в середину следующей арки. Давайте я в нее крючок вставлю. Чтобы эти столбики не разъезжались в разные стороны. Провязали. Также доделываем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Соединяем в третью петлю. Пико сделали. 3 воздушные. И делаем соединительный столбик в четвертую воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с 2 накидами. Вот так, соединили. Все, я делаю закрепку. 11 ряд готов. Вяжем последний 12 ряд. Возьму светлую ниточку, вот эту крем-брюле, какой начинала серединку, и вот этот 7 ряд сложный. Так, если вяжете салфетку однотонной, также продолжаете. Я присоединяю к столбику с 2 накидами. На любом лепесточке. Так, сюда перекрестили и затягиваем. Так, вяжем последний 12 ряд. 4 воздушные петли. Это столбик с 2 накидами. 2 накида и в следующий столбик с 2 накидами провязываем столбик с 2 накидами. Пико мы пропустили. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3 и вяжем столбик с 2 накидами в следующую арку перед пико. Пико у нас остается после этого столбика. Вот так. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5 и в третью петлю от крючка 1, 2, 3 провязываем соединительный столбик. Получилось пико. 3 воздушные, 1, 2, 3, 2 накида, пропускаем пико и в следующую арку, которая за пико, провязываем столбик с 2 накидами. Три воздушные, 1, 2, 3 и на следующих 2 столбиках, этом и после пико, следующий столбик, провязываем сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Итак, делаем первую ножку, столбик с 2 накидами не до конца, 2 накида, пропускаем пико и в следующий столбик, столбик с 2 накидами не до конца. 3 петли закрываем. Провязали сплит из 2 столбиков.
Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, 2 накида, в следующую арку столбик с 2 накидами, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, в третью петлю от крючка делаем соединительный столбик, 3 воздушные, 1, 2, 3 и столбик с 2 накидами в арку после пико. Три воздушные и снова делаем сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Первую ножку в следующий столбик с 2 накидами, 2 петли на крючке, 2 накида и вторая ножка в следующий столбик с 2 накидами, 3 петли закрываем, 3 воздушные. Вот такие уголочки у нас получается. Потом все расправится, все равномерно сдвинем. Когда будем ставить на блокировку, зафиксируем каждое пико. Все, продолжаем вязать по рисунку. Подойдем к концу ряда и сделаем соединительный столбик. Так, вот сюда. Это у нас как начальный сплит. Вот начальный сплит соединим. Все, вяжем до конца самостоятельно. Потом ставим салфетку на блокировку, ждем до полного высыхания и встречаемся. Итак, поставила салфетку на блокировку, зафиксировала каждое пико. Не забываем в серединке также растянуть листочки за арки из 4 воздушных петель. Все, ждем до полного высыхания и снимаем салфетку с блокировки. Ну вот, я сняла салфетку с блокировки. Сейчас отрежем все хвостики ниток. Я их предварительно спрятала, но отрезаю их всегда после блокировки, так как салфетка растягивается и хвостики могут ускакать, поэтому всегда их отрезаю после блокировки, после того, как растяну ее на максимум. Так, обрезаем все кончики аккуратненько. Ну, вот такая красивая салфетка у нас с вами получилась. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной эту салфетку. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!